Всем привет, с вами Светлана. Цены каждый год меняются, где-то совсем немного, а где-то цифры просто заставляют удивляться. Сколько на самом деле стоит жизнь в Болгарии сегодня? Как изменились цены по сравнению с прошлым годом? А главное, как можно сэкономить? В этом видео самые актуальные цифры, полезные советы и реальные примеры, чтобы вы знали, на что рассчитывать, если планируете жить в Болгарии. Ну что, давайте начнем. Помимо магазинов мы посетим колхозный рынок и рыбный рынок. Прежде чем мы перейдем к конкретным расходам, небольшая подсказка. Все цены в болгарских хлебах можно просто делить на 2, и вы получите сумму в евро. Удобно, правда? Но прежде чем разбираться в цифрах, давайте ответим на главный вопрос. Чем же Болгария лучше или хуже других стран Европы? Чтобы дать объективную картину, я решила не просто делиться личными впечатлениями, а обратиться к международным рейтингам. Представьте себе лестницу Евросоюза. На каждой ступеньке страна-участница. А теперь спуститесь на самую последнюю ступеньку. Здесь вы найдете Болгарию. И дело не только в зарплатах. Взгляните на индекс демократии. Эту суперсистему из 60 показателей, которая как рентген просвечивает каждую страну. В 2024 году Болгария умудрилась скатиться на 62 место в мире. Только вдумайтесь, даже Ботсвана, Ямайка и Колумбия оказались демократичнее. Норвегия гордо держит первое место, Германия в топ-12, даже Румыния, вечный сосед-соперник, обошла ее на 2 позиции. Но, может быть, с качеством жизни дела обстоят лучше? Этот индекс, как придирчивый инспектор, проверяет все. От больниц до пляжей, от безопасности до работы. И снова Болгария еле дотягивает до 43-го места, пока Люксембург купается в лучах славы на вершине рейтинга. А теперь самое интересное – покупательная способность. То, что реально влияет на ваш кошелек. 45 место в мире, пока Катар, как восточный шейх, восседает на золотом троне первой строчки. Красивые цифры, громкие рейтинги, но что они значат для обычного человека? Как переводятся эти сухие проценты в реальные счета за квартиру и возможность купить новый телефон? Сейчас мы разберем жизнь Болгарии до последней статинки. Официальная инфляция в Болгарии за последний год снизилась до 3,7%. Но как это отражается на ценах? Давайте посмотрим. Чтобы объективно сравнить цены, я отправилась сразу в 3 магазина. Сеть розничных магазинов Била. Здесь не самый большой выбор, но прослеживается упор на доступности продуктов. Сеть торговых центров Метро. Это большие по площади магазины. И Kaufland. Немецкая сеть гипермаркетов. Часть Schwarz Group, которая даже принадлежит Lidl. Что-то среднее между ними. А заодно узнаем, где дешевле. Давайте соберем минимальную корзину продуктов и посмотрим, во сколько она обойдется в Болгарии. Начнем с базовых продуктов, которые покупают чаще всего. Хлеб. Цена за 1 буханку. Молоко за 1 литр, жирность 3,7%. Растительное масло за 1 литр. Яйца за 10 штук. Овсяные хлопья 500 грамм. Сахар 1 килограмм. Соль 1 килограмм. Белая мука 1 килограмм. Макароны Барилла в ассортименте полкило. В Болгарии гречку можно найти, но не во всех магазинах она есть. В Метро она оказалась в наличии. Рис 1 килограмм. В Kaufland иногда, а может быть даже и часто, цены не совпадают, но можно проверить, чтобы узнать, такая же цена на самом деле, какая нужна вам. 2,19, да, они не обманули в этот раз. А теперь интересный момент, который я обнаружила во время съемок.
В Болгарии нет единого самого дешевого магазина. Это миф. Каждая сеть играет свою игру. Где-то молоко дешевле, где-то хлеб, а где-то вообще создают собственные бренды, чтобы мы не могли сравнить цены напрямую. После долгих исследований мы выбрали Метро как ориентир. Здесь цены наиболее стабильные и прозрачные. Конечно, иногда в других магазинах можно найти товары дешевле, но часто это акции на товары с подходящим к концу сроком годности или просто маркетинговая уловка. Чтобы не превращать видео в трехчасовой марафон сравнений, дальше покажу цены на примере Метро. Так будет честнее и понятнее для всех. Поехали дальше. Переходим к овощам и фруктам. В Болгарии фруктов хватает в любое время года. Это один из плюсов. Цены на овощи и фрукты смотрите на экране. Просто поставьте видео на паузу. Какие красивые яблочки. Кто хочет себе такие яблоки, чтобы купили на День Святого Валентина или просто так, без повода? Сегодня по акции Метро продавался сладкий картофель за 50 центов в килограмм. Сушеные лимоны, грейпфруты, ананасы. В наличии есть и экзотика типа рука Будды. Для любителей острова есть халапеньо, а самое острое это Каролина. Любите чушки Каролина, они самые острые. Мясо. Свежая свинина за 1 килограмм. Говядина за 1 килограмм. Курица за 1 килограмм. Фарш 250 грамм. Сосиски Бони 400 грамм. В Метро они дешевле. В Болгарии даже есть сало, что приятно удивит многих. Молочные продукты. Для любителей молочки магазины предлагают айран пол-литра, сливочное масло 250 грамм, сметана 400 грамм. В Метро можно повстречать такие большие расфасовки сыра. Можно ли обойтись без кофе и чая? Конечно, нет. В Болгарии есть выбор этих напитков, а цены такие. Сладости. Шоколад Милка 100 грамм, Рошен, мед в ассортименте. Напитки. Минеральная вода Горная баня 1,5 литра. Кока-кола 1,5 литра. Замороженные продукты. Пельмени 1 килограмм. Осьминог за килограмм. А для любителей лобстеров Метро подойдет. Кальмар за 1 килограмм. Если вы любите суши, Метро вам подойдет. Смотрите. 2 взяла. В торговом центре Метро можно купить свежую или даже живую рыбу. И еще можно вызвать такси, нажав всего одну кнопку, хотя выглядит устройство не очень, но проверили. Работает диспетчер на связи. Прямо на парковке магазинов можно зарядить свой электромобиль. Удобно, что почти всегда есть паркоместа под зарядку, у кого электрокар. Колхозный рынок в Варне. Думаете, здесь все дешевле, чем в магазинах? Как бы не так. Эти времена, похоже, остались в прошлом. Судите сами. Но не спешите разочаровываться. У рынка есть свой козырь в рукаве. Ассортимент, которому позавидует любой магазин. Только здесь вы найдете настоящие болгарские деликатесы, которые в супермаркетах днем с огнем не сыщешь. Представьте себе. Сушеная красная черника, которая тает во рту, абрикосы и сливы всех мастей, орехи прямиком из болгарских садов. А грибы, в то время как магазины предлагают скучные шампиньоны, здесь целая грибная феерия. Глаза разбегаются. Добавьте к этому янтарный мед от местных пчеловодов, душистые болгарские травяные чаи и только настоящее домашнее вино. Да что там, даже аутентичное болгарское сало прямо из села. А рыбный ряд – это настоящая сокровищница даров морей. Черноморские мидии всего за 4 лева, сочная местная скумбрия, кефаль за 10 лев. Тут вам и черноморский карп, и палтус, и камбала, и могучий сом. А какие кальмары из Греции и целые щупальца отдельно. Настоящий морской рай для гурманов. Вывод. Как вы видите, цены на продукты в Болгарии очень разнообразны. Но насколько их можно назвать доступными? Давайте разбираться дальше. Цены в кафе. Если вы решили поужинать в кафе, то будьте готовы к другому уровню цен. Чашка эспрессо Starbucks 4 лева 40 статинок. Средний чек на человека 20-30 лев. А что, если хочется фастфуда? Давайте заглянем в Макдональдс и посмотрим цены. Следующий раздел нашего исследования цен – это средства ухода за собой и важные товары для дома. Интересно, что бы вы выбрали вы? Шампунь за 5 лев или шампунь за 12 лев? Пишите в комментариях.
самые востребованные товары, которые мы покупаем чаще всего или реже. Сколько уходит в месяц? Конечно, точную сумму посчитать сложно, ведь у всех свои привычки. Но в среднем на товары для дома мы тратим около 40 евро в месяц. В сумме вся корзина продуктов и бытовых покупок в среднем обходится нам в 1100 лев в месяц на семью из 3 человек. Много это или мало? Напишите в комментариях, сколько уходит у вас. Что насчет цен на технику? Давайте посмотрим, какие гаджеты и бытовые устройства можно купить в Болгарии. Смартфоны. Выбор есть: купить iPhone за 3629 лев или улететь на отдых. А что бы выбрали вы? Самый дешевый телефон Motorola от 145 лев. Телевизоры. Бюджетный телефонкин 40 дюймов от 299 лев. Топовый Sony 8499 лев. Бюджетный Acer от 549 лев. Премиальный Apple 4829 лев. А теперь самое интересное – жилье. Вот они, реальные цены на аренду в Болгарии. Но что скрывается за этими цифрами? Можно ли снять жилье за небольшие деньги? И главное, как не переплатить? Именно этот вопрос чаще всего задают в комментариях. Сколько стоит снять квартиру, где искать и, главное, как не переплатить. Инсайт для тех, кто ищет жилье. Забудьте про риэлторов. Местные используют сайты Imot.bg, Bazaar.bg, Allo.bg и OLX. Там можно найти варианты и от хозяев. Смотрите, какой лайфхак я для вас нашла. Ставим сортировку по возрастанию цены. Пропускаем все VIP и топ-оферты. Это реклама, где цены уже накручены. Листаем ниже, вот где настоящие находки. Давайте по конкретным цифрам. София, как столица, самая дорогая. Однокомнатная квартира от 400 лев. Без мебели. Двухкомнатная квартира от 600 лев. Трехкомнатная квартира от 800 лев. А вот Варна удивляет. Здесь можно найти однокомнатную квартиру от 250 лев. А двухкомнатную от 400 лев. Трехкомнатную от 500 лев. Но есть один сюрприз, о котором редко говорят – отопление. В Болгарии почти нет центрального отопления. Зимой спасаемся кондиционером, конвектором. Важный момент про деньги. Готовьтесь сразу выложить приличную сумму, например, за квартиру с арендой 500 евро придется заплатить. Месячную аренду вперед 500 евро. Депозит еще 500 евро. Комиссию риэлтору Софии 100%, от месячной аренды в Варне 50%. Итого 1500 евро в Софии и 1250 евро в Варне, и это только на старте. Хотите купить квартиру? Цены растут, но все еще доступнее, чем в большинстве стран ЕС. В Софии однокомнатную квартиру можно найти за 41 тысячу евро, двухкомнатную от 50 тысяч евро, но это в пригороде. В центре цены выше в 1,5-2 раза. Главное правило поиска жилья в Болгарии – не спешите. Потратьте время на поиск, и вы найдете идеальный вариант по адекватной цене. А все лайфхаки по поиску жилья я собрала в PDF-гайде. Ссылка в описании. А теперь самое важное – коммунальные платежи. Без этих цифр любой разговор о жизни в Болгарии будет неполным. Начнем с самого интересного – электричество. Представьте себе, в Болгарии действует система, которая может сэкономить вам приличную сумму, если вы знаете один секрет. Какой? Двойной тариф. Днем дороже, ночью почти вдвое дешевле. Местные жители давно освоили эту систему. Хотите знать, как они экономят? После заката в болгарских домах начинается настоящая жизнь. Стиральные машины шумят, посудомойки звенят, и все это неспроста. 2025 год принес новые цифры в наши платежки. Тарифы подросли на 9%, но система по-прежнему позволяет хорошо экономить. Судите сами, днем киловатт обойдется от 24 статинок до 31 статинки, а ночью от 15 до 18 статинок. Согласитесь, разница ощутимая. А что с водой? О, тут история еще интереснее. В Болгарии цены на воду как болгарский пейзаж. В каждом регионе свои особенности. Например, в Варне с января кубометр подорожал до 2,84 евро. При этом в столице Софии вода остается одной из самых доступных, всего 3 лева 67 статинок за кубометр. Наша семья в январе потратила 110 лев на свет, 65 лев на воду, 26 лев на таксу поддержки, 400 лев аренда, всего 601 лев.
Для сравнения, эти цены значительно ниже, чем в большинстве стран Западной Европы, но есть один нюанс. Зарплаты здесь тоже ниже. Об этом поговорим чуть позже. А теперь поговорим о том, без чего в Болгарии просто никуда. О транспорте. За 10 лет жизни здесь я открыл для себя удивительную особенность этой страны. Куда бы вы ни отправились, всегда найдется способ добраться до цели. И вариантов море. Начнем с общественного транспорта. Представьте себе, всего 50 лев и весь город ваш на целый месяц. Именно столько стоит именной проезд на все виды транспорта. А в крупных городах вас ждет приятный сюрприз. Современные чистые автобусы, трамваи, электробусы. Никаких гаданий, придет, не придет. Все маршруты можно отслеживать в реальном времени через приложение или на табло. Такси без проблем. Дневной тариф лев 30 за километр. И поехали. Но знаете, что действительно удивляет в Болгарии? Здесь просто царство личных автомобилей. Помните фразу «автомобиль не роскошь, а средство передвижения»? Так вот, в Болгарии воспринимают ее буквально. Загляните на любую парковку от школьной до супермаркета. Машин больше, чем в Румынии, Венгрии, даже Турции. И это не престижные новинки. Здесь практичный подход. Можно просто найти отличный поддержанный автомобиль по приемлемой цене. Давайте заглянем на популярные сайты Mobil.bg или Cars.bg. Здесь можно найти Mercedes R320 за такую цену или симпатичную Fiat Punto. А теперь о текущих расходах. Бензин А95, дизель, газ. Но будьте внимательны, есть обязательные платежи. Страховка от 270 лев в год. Техосмотр около 80 лев. И виньетка для загородных поездок 80 лев на год. И не пытайтесь проскочить без виньетки. Камеры здесь повсюду, а штрафы кусаются. Что касается налога на автомобиль, это отдельная история. Его размер зависит от мощности двигателя, возраста машины и экологического класса. Например, для авто мощностью 110 лошадиных сил 95 года выпуска в Софии придется выложить около 153 лев в год. А вот владельцам электромобилей повезло. Они от налога освобождены. Пока. Главное преимущество автомобиля в Болгарии – это свобода передвижения. Хотите на море? Пожалуйста, в горы легко. На термальные источники? Без проблем. Именно поэтому многие болгарские семьи имеют по 2-3 машины, и это не роскошь, а практичная необходимость для комфортной жизни. Итого у нас получается на транспорт плюс 100 лев к расходам. А сейчас затронем тему, которая волнует каждого – медицинское страхование. В Болгарии это не просто рекомендация, а обязательное условие проживания. И здесь есть несколько интересных моментов. Получили ВНЖ? Добро пожаловать в мир частного страхования. Правда, такая страховка работает только в экстренных случаях. Стоит это удовольствие от 160 лев в год, согласитесь. Не так уж и много за спокойствие. Хотя, конечно, чем старше вы становитесь, тем дороже обойдется полис. А вот если у вас ПМЖ, болгарский паспорт или временная защита, картина совсем другая. Тут вы становитесь частью большой государственной системы медстрахования. Каждый месяц 8% от вашего дохода отправляется на поддержку здравоохранения. Нет работы или официального дохода, государство установило минимальный взнос – 37 лев 20 статинок в месяц. Правда, эта сумма любит расти от года в год, как на дрожжах. И отдельный бонус для родителей и школьников – детская медстраховка полностью на плечах государства. Стоматология. При наличии страховки НЗОК стоматология входит в список покрываемых услуг. 3 бесплатных посещения стоматолога в год, включая осмотры и установку пломб. Однако сложные процедуры, такие как установка коронок или чистка канала, оплачиваются отдельно. Также не все стоматологи работают со страховой медициной. Примерные цены. Итого у нас получается на медицину плюс 74 лева 40 статинки к расходам. Это, конечно, если вы не обращаетесь за помощью. Давайте поговорим о том, без чего современному человеку просто не выжить, о мобильной связи и интернете. Начнем с домашнего интернета. Раньше это была просто сказка, всего 14 лев в месяц, но, как говорится, хорошие времена не длятся вечно. После того, как несколько провайдеров объединились, цены подросли до 20 лев и выше. А в крупных городах уже вовсю летает 5G. А как насчет телевидения? За 18 лев в месяц целая россыпь каналов. Правда, без наших, но и тут есть хитрость. Можно подключить IPTV через интернет-приставку и смотреть любимые передачи за копейки.
Теперь о мобильной связи. Тут два пути. Либо свобода предоплаты от 10 лев в месяц, заплатил и пользуйся, либо контракт на год или 2 года от 36 лев в месяц. Выбираете, что больше по душе. Давайте посчитаем на примере семьи. Мама, папа и, допустим, подросток, 3 мобильных номера. Домашний, интернет и телевидение около 60 лев. Итого примерно 60 лев в месяц, и вся семья на связи в интернете и с развлечениями. Расходы на досуг в Болгарии. Жизнь – это не только обязательные платежи, но и отдых. Сколько стоит досуг в Болгарии? Билет в кино – 10 лев. Поход в спа – от 15 до 290 лев. Массаж – от 24 до 99 лев. Вход в музей – 10 лев, и есть скидки для детей и школьников. Мужская стрижка – от 10 лев. Фитнес-зал – 69-150 лев в месяц на человека. Билет на поезд Варна-София – от 26 лев. Номер в отеле 3 звезды в Варне от 60 лев. А теперь самое интересное, поговорим о деньгах. Кто и сколько зарабатывает в Болгарии, где искать работу и, главное, на что реально можно рассчитывать. Но сначала важный момент. Не все могут просто взять и начать работу в Болгарии. Зеленый свет горит для горожан ЕС, обладателей ПМЖ и людей с современной защитой. А вот если у вас ВНЖ, не спешите расстраиваться. Есть отличный лайфхак – открыть свою фирму и работать через нее. Можно преподавать онлайн, заниматься фрилансом или запустить свой бизнес. Ищите работу, запомните 5 сайтов: Jobs.bg, Зарплата БГ, Базар БГ, OLX БГ, Алло БГ. Теперь к самому важному, к зарплатам. Средняя зарплата в Болгарии сейчас 2275 лев. Это примерно 1160 евро до налога. Минималка 1077 лева. Но давайте копнем глубже. В супермаркете продавцы получают от 1800 до 2200 лев. Официанты до 2500 лев плюс чаевые. Таксисты могут заработать от 2500 до 3500 лев, не считая расходов на бензин. А няни начинают от 1300 лев. Медсестры зарабатывают от 2000 до 2800 лев, а врачи от 3500 до 8000 лев. Учителя получают скромнее от 1600 до 2500 лев. В строительстве тоже неплохо. Разнорабочий от 1800 до 3000 лев, а сварщик может заработать все 4000. А теперь айтишники. Юниор-программист может рассчитывать на 2300-3500 лев. А сеньор уже улетает в космос с зарплатой от 5000 до 9000 лев. Даже операторы колл-центра со знанием языков получают от 2000 до 2800 лев. И самое приятное, с работой в крупных городах все отлично. В Софии безработица всего 1,5%. По стране в среднем 5,3%. Но помните про налоги. Из 2270 лев брутто зарплаты на руки выйдет около 1765 лев. Зато некоторые работодатели радуют бонусами, например, продуктовыми талонами, которые не облагаются налогами. В общем, работу найти можно, главное знать, где искать и правильно оценивать свои возможности. А какая профессия вас интересует больше всего? Чтобы посчитать, я собрала все чеки за прошлый месяц, и вот такая сумма получилась за все основные расходы. Как сэкономить до 20-30% семейного бюджета? Экономия в Болгарии вполне реальна, и есть несколько проверенных способов. Акции и скидки в магазинах, промоции. Так, Coffee Gold. И в Билла, и в Kaufland оно со скидкой, но почему-то в Kaufland оно дешевле. А если у вас большая семья, выгоднее скупляться оптом. Например, Мэтт. Эту упаковку в 2 раза больше, но цена за килограмм будет намного ниже. Еще один способ экономить — дисконтные карты. Они есть почти во всех магазинах, а некоторые можно скачать прямо в телефон. Главное, не забывайте активировать дополнительные скидки в приложении на телефоне перед оплатой на кассе. Использование промо-буклетов. Вот такие промо-буклеты есть в каждом супермаркете. Они обновляются раз в неделю, и здесь можно найти товары со скидками до 50%. Все это дублируется в интернете, так что можно планировать покупки заранее. Ну что, теперь вы знаете, какие расходы ждут в Болгарии и как можно на них сэкономить до 30%. Я надеюсь, что эта информация была полезной. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!